Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Возможно, вы никогда не задумывались о том, как выглядит ремейк Silent Hill 2 без тумана. Я тоже этого не делал, но когда увидел заголовок новости на нашем сайте во время подготовки Инфакта, сразу стало любопытно. Скорее всего, вам тоже. Оценить Silent Hill в нормальную погоду можно с помощью модификаций Sunny Hills и Silent Hill 2 HD Collection. Название последней отсылает к разочаровывающему переизданию оригинальной игры в 2012 году. В оригинальной Silent Hill такие погодные явления помогали скрыть аппаратные ограничения на прорисовку объектов. В ремейке от Bloober Team туман создает лишь нужную атмосферу, а окружение вокруг игрока существует всегда. Поэтому даже без тумана городок и ранчо выглядят гнетущими и холодными. Чтобы хорошенько все рассмотреть, можно воспользоваться модом Simple Free Cam. Он же позволит сделать идеальный скриншот по гайду от Флина или исследовать пространство за текстурами и моделями. Разработчики оставили там пасхалки, как, например, вывеска Silent Hill со шрифтом Comic Sans. Ремейк Silent Hill 2 доступен на ПК и PlayStation 5. Текст в хорроре переведен на русский язык. Недавно Rockstar Games анонсировала ПК-порт Red Dead Redemption. Не прошло и... нет, прошло. Следом за анонсом показали системки. И они на ваших экранах. В рекомендуемых RTX 2070 и i5-8500. Для игры 2010 года прям серьезные требования. С другой стороны, у вас было 14 лет, чтобы подготовиться. Напомню, Red Dead Redemption стартует на ПК 29 октября. Завезут классические для ПК-портов плюшки, поддержку кадровой частоты до 144 FPS, совместимость со сверхширокими мониторами, а также вкрутят апскейлеры NVIDIA DLSS и AMD FSR. Русские субтитры прилагаются. Игра про строительство замков Tiny Glade всего за 2 недели привлекла более 500 тысяч пользователей. Что? Кого? А это что на вашем экране? В Tiny Glade нужно возводить сказочные замки. При этом никаких сражений, таймеров и ограниченных ресурсов там нет. Даже ошибиться в игре нельзя. Если случайно воткнете мост в глухую стену, то в нужном месте прорежется арка. Короче, игра в жанре созерцай и кайфуй. Tiny Glade создали всего 2 человека, и на пути к релизу изрядно задолбались. Поэтому собираются выпустить еще пару патчей и хорошенько отдохнуть. Да и повод есть. Релиз, очевидно, успешный. Tiny Glade доступна в Steam по цене 550 рублей. Рецензии покупателей крайне положительные. Гоичи Суда и Хидетаки Суихира трудятся над пародийным 2,5D-слэшером Hotel Barcelona. Релиз был запланирован на конец 2024, но теперь состоится только в начале следующего года. Об этом рассказал сам Суихира в рамках Indie Dev Day 2024 в Барселоне. В отеле прям, наверное. По словам гейм-директора, весь контент для игры уже готов, но необходимо тщательно все отполировать и выловить баги. В идеале мы хотим выпустить тайтл в начале 2025-го, признался Суихира. Если вы по очень странной причине не в курсе про игру, не переживайте, я тоже был не в курсе, то сейчас вам про нее вкратце расскажу. Главной героиней Hotel Barcelona станет начинающий федеральный маршал Джастин. Внутри нее скрывается безумный серийный убийца по имени Доктор Карнавал. Он советует ей, как лучше расправляться с врагами. Hotel Barcelona готовится для ПК, PS5 и Xbox Series. Среди поддерживаемых языков только английский и японский. Sony последнее время не радует. А вот и очередная не очень приятная новость от японской компании. Третья часть Little Big Planet вместе со всеми DLC исчезнет из PlayStation Store уже 31 октября. Онлайн-службы игры были отключены еще в начале 2024, а теперь Sony хочет добить проект. Компания призвала всех, кто хочет сохранить Little Big Planet 3 и дополнения на своем аккаунте, поскорее закупиться. После остановки продаж доступ к упомянутым проектам сохранится только у тех, у кого, собственно, была куплена игра. Получение триквела через PlayStation Plus
тоже считается. Создатели оригинальной игры из Media Molecule также прокомментировали ситуацию. Little Big Planet сформировала нас как студию и остается важной частью того, кем мы являемся. Мы всегда будем благодарны ей за это, а также невероятному сообществу, возникшему вокруг нее. Конец цитаты. Историческая справка. Little Big Planet 3 вышла на PlayStation 3 и 4 в ноябре 2014. Ее разработкой занималась Sumo Digital. Третья часть все еще находится в каталоге PS Plus на тарифах Extra и Lux, но ее вытащат оттуда 15 октября. Компания Ubisoft продолжает выбивать страйки из неприятностей. По сообщению журналистов из Bloomberg, главы компании получили коллективный иск в суд. Он был спровоцирован незаконной передачей данных пользователей Ubisoft Store и Ubisoft Plus компании Meta. Последняя признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Согласно жалобе, персональные данные игроков утекали через аналитический инструмент Pixel, созданный Meta Platforms, которая тоже запрещена на территории Российской Федерации. Он был встроен в официальный сайт Ubisoft для отслеживания эффективности рекламы. Сторона обвинения утверждает, что такая практика является прямым нарушением закона о защите конфиденциальности, ибо Ubisoft не запрашивает разрешение пользователей на передачу их личных данных сторонним ресурсам. На данный момент судебное дело дожидается подтверждения. Истцы требуют от Ubisoft финансовой компенсации и удаления инструмента с сайта, либо же добавления опций для получения согласия на сбор сведений непосредственно от пользователей. В хорроре A Quiet Place: The Road Ahead появится функция, требующая от пользователя играть как можно тише. Буквально. Оно и логично, не просто же так игра называется «Тихое место». Работает система так. Если вы включите опцию Microphone Noise Detection, игра начнет вас подслушивать через микрофон. Соответственно, игрока выдадут любые звуки, от громкого дыхания до тикания часов. Настройка, впрочем, не обязательная, можно поиграть и без нее. Главная героиня The Road Ahead — девушка Алекс, страдающая астмой. Вместе со своим парнем она исследует руины цивилизации в поисках убежища. Протагонистка должна прятаться, красться и отвлекать внимание монстров. The Road Ahead выйдет уже 17 октября, а разработана итальянской студией Stormmind Games, ответственной за ужастики Remothered и экшен-RPG Batara Lost Haven. Издателем выступает компания Saber Interactive. Вот и все главные новости на сегодня. Новости поменьше вас ждут на нашем сайте, и там же можете прочитать свеженькую статью Кирилла Волошина о том, как поживает Wuthering Waves. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!